Все, кушать. Ну все. Наконец-то. Кушать подано. О, картошечка. О, мы за всех их сидим. Мы костейку отставим, ладно? Так, опять грабуете? Выпьем. Давай по чуть-чуть. О. Здесь не надо, передо мной. Ваня, давайте, наливайте. Дядь Саш, что ждешь от поездки? Как удачно съездить, во-первых. Ну, удачно это понятие такое. Ну, как говорится, А что удачно ты имеешь в виду? Это самому удачно съездить или чтобы Россия выиграла? Что вы имеете в виду? Чего ждешь? Как думаешь, твой приезд поможет России выиграть? Я вообще это человек везучий. Я это давно понял. Надо мне наушники только будет купить. Зачем? Который наш электроинструмент продается. Чтобы не так было слышно, это оле-оле, когда будет там орать. Там же за 2 часа я же... Слушай, ну да, это... Знаешь, как утомительно для меня будет? Шапку надену в шапку. Ну давайте, за приезд. Медведя искать будем? Пойдем посмотрим, если там видно будет, посмотрим. Если нет, так нет. Это у вас камера? Да. Он сейчас на мосту был, медведь ходит там. Ну давай доедем, посмотрим. На той стороне Штафеевич. Вот если вот здесь... В Чекче? В Чекче, да. Он внизу, вот тут ниже моста, в повороте, на той стороне ходит. Я Но. ездил на велосипеде, смотрю. Сейчас посмотрим или съездим. Заехать вот этой лесной дорогой туда. Ну, я понял. Там-то ближе будет сразу. Может он и сейчас где-то здесь быть. Так что крепко не говорите пока. Может повезет, так увидим. Видишь, тут он. Я вот тут вот 2 раза видал. Нынче вот в этом году-то. Мыши. Мыши. Или медведь, скажи, да? Медведь прошел. Медведь. Ну поедем. То здесь сидит, это комары грузят. Ну и напомню, что у сборной России говорил сейчас Дима о том, что мало было официальных матчей, в любом случае матч сборной это события, и, к сожалению, уже 7 игр подряд сборная России не выиграла до сегодняшнего дня. Пас назад. За Игнашевичем. Головин подает мяч. Снова атака нашей команды. Опасный момент. Ну все там с трибун выведите и покажете, когда наши гол забьют, то это наше вот 10-0 надо сделать. О, хоть один бы ноль, так и то победа. Буксует да буксует. Смотри, так что у нас 25 июня мы по Волге-реке поплывем. Да, ой, Понимаешь, вот. прелесть, Да, через прелесть. от Самары, через Казань и вернее, от Ярославля. Я Потом, как раз 2 недели как раз полежу в больнице. вот, сил наберешься. Сил наберусь. Потом вот я поеду туда, после футбола-то. Как бы сказать, весь в расстроенных чувствах, если проиграют. Ну, он, видишь, он уже просто как бы...
9:03. Все, поехали. Дорожное радио. Вместе в пути. Вот этот паренек пришел, было лет 5 назад. Я на шестере тогда еще ездил. Давай, говорит, покурим. Я что-то колесо было, нас снимал заднее на шестере. Я говорю, ну давай. Взял, повесил его так, знаешь, и не затянул его в колесо-то. Просто от руки так закрутил болтики. И вот который по дороге едем-то, гора-то большая. В этой горе у меня колесо отпало, блин. Скажешь, тише едешь, дальше будешь. О, спокойно. Ух ты, бля. Я себе не ожидал. А что за это такая? Ёкарный бабай. Почему она не влазит? Угу. Колесо просело, да? А как быть-то тогда? Вот иди, сейчас, подойди, здесь подойди. Не-не, вот иди, вот иди. Сейчас бы что-то подложить надо, вот то колесо. Что, выше не поднимает? Все, полностью. Не, видишь. Вон машина идет. Да, всего-навсего только приподнять. Мы сегодня с утра, хамуха, без приключений, тогда это скучно жить будет. Так, лови дырки сразу давай. Кто колесо-то пробило? О! Да, нехило там, бля. С тебя покрышка будет, товарищ дорогой. Да, с такими за колесами. Далеко, говорю, собрались с такими колесами? Далеко вообще-то. Оба-на, стоп, надо. Что такое? Ну-ка, это самое. Хамуха. О! А ты затянул колесо-то? Да-да-да. Гриль-то окей, американо, попроси. Американо. Это кофе. Я не знаю. Ты бери первый. Как она называется-то? Это что? Гриль-дог. Это вот смотрите на картиночке. Гриль-дог, френч-дог. Ну, давайте гриль-дог тогда меня делать. Угу. Вот поучаствуйте в нашей акции беспроигрышного лотерея. Давай, Просто участвуй. выберите любой билетик и... Берем середину. Берем середину. Ты на Булавнев. Да. Комплимент. У вас маленькая шоколадка? О, видишь как? Держите. Еще и шоколадку выиграл. Да. Выдумывать всякой чуши собачьей. Какой чушь? Батарея? Или вот этой фигни? Гриль-доги, биль-доги. Могли бы сказать по-русски. А что у меня? Сейчас я принесу. Угу. То так как-то не сладко вроде. Вот тебе ложечка. Сахар. Сахар, да. Вот попробуй сообразить, как его еще разорвать. А вон сверху отрывай просто. Все.
Высыпай. Это дорога, да. Можешь вон, кстати... О, давай сироп тебе добавим, смотри, там их куча. Не надо. Банановый. Не надо, я уже так. Я вот это точно не хочу. Не хочешь, не ешь. Положи, да и все. А пончик хочешь? Не стоит. Авторадио. У нас есть новости. В Москве завершилась большая пресс-конференция с Владимиром Путиным. Она длилась почти 4 часа. По словам Путина, самыми важными событиями 2018 года в нашей стране стали президентские выборы и чемпионат мира по футболу. Сюда? Правее. Ага. Стой, подожди. Закрываем. Я пошел оформлять. Да-да-да, иди. Хотя, скорее всего, он тебя попросит. Пошли со мной. О, блин. Не то, так другое. Чего там? Закрывай. А, все, вижу. А давайте мы оплатим и сейчас перепаркуемся. Ага. Так, 26-го мы из Самары, 27-го, 28-го мы должны вернуться. Пане запрещено. Ну это да. Прям посмотрим. Идем. Это пристань? Не, навряд ли. А тогда для чего такой трамплин? Ну, чтобы тут можно было вон сойти, посмотреть. Ближе. Может, порыбачить даже. Угу. Вон там, видишь, заводы дымят. Где? А вон. А что там еще может быть дымить? Вот катер идет, видишь? Нет, катер это катер какой-то, да, маленький. Ну, теплоход все равно. Теплоход уже будет, это не катер. Что, переплывешь такую реку? Раньше переплыл бы. А? Да кто его знает, помоложе-то был бы, поздоровее-то был бы, а победил бы, может, только что. Хвастаться-то не буду. О, футбол смотрят. Видишь, везде футбол. Сторона живет футболом. А ты вон туда, вон, иди между... А, хотя там фонари будут мешать. Что нам фонарить? Или так лучше будет? Как думаешь? Вон можно и на том фоне тоже красиво. Ну, потом развернусь и там щелкнешь. Не, что-то у тебя... Давай на фоне памятника. Ну, давай. А, поближе. Ох, как тут настоящая духота. «15, 16. Ой, извините. Потом Дзюба Жирков. Это кто? Нападающий? Да. Дзюба нападающий, Жирков. По... Как он там будет? Не самый, что нападающий-то. Полунападающий. Типа Полузащитник? Да. Типа как-то так. А сейчас кто? Тренер? А сейчас что-то Черчесов? Ага. Не знаю, ну тоже как-то, знаешь. Что это разве тренер 7 игр подряд поиграть? Да? Конечно. А в советское время хорошо играли? Ну, получше, но тогда, знаешь, самоотдача была, скажем так. Проигрывают 3-0 сборная СССР. Остается 3 минуты. Им условия ставят. Если вы не выигрываете, у вас все заберут. И, короче, поедешь ты на Колыму. И это была не шутка. А сейчас
У них есть все. И он, знаете, если он проиграл, ну, поорут там с недельку. И все. Учите. Попозже только. Они все на одно лицо почти. Maybe among Chinese. That's the thing, like because you're taller than most Chinese I've seen. Yeah. Because most Chinese are very short, like women. Дядя Саш, ты знаешь кого-нибудь? Где? И иранских футболистов? Никого не знаю. Famous Iranian footballer. Yes? John Bakshi, for love of the Да. Netherlands. Are you a footballist? No. No? Only watch. But like. Задай вопрос. Получается, вот как они считают? Получается, россияне играли со слабой сборной, которая заведомо должна была играть? How do you think? What do you think about this game? If Arabian footballists were hungry and couldn't drink, I think it was very hard for them to play football this day. Some famous player that they play in the Champions League, in European, say this same of the Arabian player in the Champions League. Don't drink in the when he have the play, we have the match in the Ramazan month. Don't eat. Но если пить нельзя, это, конечно, вообще труба. Это заметили многие. То есть, вот, в принципе, получается обезвоживание определенное в организме. Вот я, например, пробовала поститься. Это ужасно, когда хочется пить, и ты не можешь пить. Я, наверное, пойду чайку себе закажу. Давай меня тоже. Тебе тоже? А слушай, там... Слушай, а сходи сам купи. Ну давай. Да, это самый дорогой поезд из тех, что мы ездили. Спасибо вам за помощь, вы его разговорили. Один с сахаром, а второй не надо. Он же такой замкнутый, из глухой деревни. И мне кажется, что вот в Казани, в Самаре он просто, если не будет подготовлен, вообще Так, да, сказали? обилие людей, шума и так далее, Понял. может закрыться Ага. совсем. Дядя Саша, он, ну как, резчик по дереву, хобби у него. То есть он делает мебель, рамки. Гробы. Гробы даже делает? Да, много. Я не знал. Много переделал. Честно? Серьезно, ты что? Мне другой раз отбоя от них не было. От этих гробов. Ну, а вы делаете просто ящики или вы делаете какие-то резные крышки? Как вы это делаете? Ну, можно сказать, не, простой. Простой обычный Да. ящик. Как? Ромбиком. Это если на него с торца смотреть. Крышка. Так, и тут, скажем. Все. Ну да. Потому что если делать такие, довольно-таки, как сказать, побогаче, то просто у нас народу, да, ему будет не под силу такой взять. А вы чем занимаетесь? У нас маленький городок. Может быть, вы даже знаете Северодвинск. Да, вот атомное судостроение. Ну и вот там маленький магазинчик компьютерный. Все. Так, все как у людей. Семья, дети, родственники.
Садись. Не, Да, сядь, посиди. я как Ваня серьезно говорю, не Садись, надо. садись. Да нет, не буду. Не надо, не надоедай. Сказал мне, значит нет. Посмотри. Не вводи меня лишний раз в ступор. Ты что, мне же страшно перелом будет. Вот такую внизу обделать какой-нибудь этой пленкой. И все. И она от камней не будет бояться. Этих-то? Не, вообще вся она обклеивается, прозрачная пленка специальная, чтобы от камней краска не Ну, отбивалась. понял, чтобы первоначальный вид сохраняла. Ага. Вот это, видишь, какая она. Тут вообще, смотри, от 7 миллионов. Да. Вообще, да. Пойдем? 8 даже есть с половиной. Ага. Это лев. Да. Ну, давай я тебя лучше здесь фотографирую, под Лексусом. Вот так давай. Ну, вот сейчас чемпионат пройдет, мне кажется, он много тут чего в стране изменит. Да. Много-много. Худше? Лучше? Будем надеяться в лучшую. Ну, пенсионный возраст повышают. Да. Чего ж этого хорошего-то? Ну, а мне-то вот как раз придется лишние 5 лет. а меня тоже, мне даже практически не 5, мне даже больше будет, если это живу. Вот это уже на пенсии, я так понял. А у меня ведь еще такая, ведь это самое, не полностью государственная, у меня только социальная. Ага. У меня, можно сказать, пособие. Чего, не нравится? Мне такое же будет это. Ну. Я буду в широком ходить за вином. За вином? По паспорту скидка какая-то. Так, смотрим на камеру. Сюда. Так, раз, два, три. Можно шаг сделать, пожалуйста, камеру шаг? Да. Который? Александр Васильевич, можно, пожалуйста, ваш паспорт? Ну, все, спасибо. Все, моя морда точно. Надевай, говорю. Дипломированный те? Не, наоборот, ты чё, здесь все так ходят. ¡Para Chile que estamos en 9! ¡Ay, ay, ay, ay! Алло. Поздравить вас с началом, с уже с продолжением чемпионата мира по футболу! Мы все очень рады поздравляем нашу команду. Ну хорошо, соглашайся, только пусть напишут какое-нибудь письмо или договор. Сегодня, конечно же, всем успехов! Есть. Сколько он там, 1 миллион стоит? Ну, это 1 100 000 где-то, да? Есть. Царь! А где? Давай посмотрим. Давай отойдем, я здесь такой. Эти динамики сколько вас? Это просто не по мне музыка. А? Музыка не по мне, я быстро от нее одурею. Это сколько тут ватт? Ну, по крайней мере, наверное, 1010-то точно есть. Сколько? 1010. Да не, меньше. Ну а чего нет-то? Вот у тебя сейчас этот приступ-то случился. Ну и чего вот ты, как считаешь?
Переосмыслил чего в жизни? Ну, сейчас, понимаешь, я, как бы сказать, отрезвел. Понимаешь, мне как-то я сейчас, когда Да, думаю... надо было, чтобы долбануло, да? Да, русскому человеку всегда так. Он так не понимает. А если потом не поймет, это уже считаешь, что все. На что дело? У нас ведь пока жизнь на колени так поставить, чтобы заново начать ее. Мне кажется, ты и согласился из-за этого. Так бы не согласился, наверное, не поехал бы. Конечно. Я ведь когда домой ехал, я сказал, я еду жить, а не помирать. Зачем мне это? Ну и правильно. Мне просто кажется, что тебе еще не столько много лет, чтобы, ну вот все, крест на себе оставить. Может, еще сорвешься куда. Я и не хочу вот еще как-то верить, что меня еще так, то-то все. И как-то я раньше считал, 50 лет, это уже дряхлый человек. А сейчас я даже хоть и после болезни, мне кажется, я еще, знаешь, вот пройдет годик-другой, 50 лет, если все нормально, я еще встречу даже со своим ровесником, вот могу еще даже пробежаться немножко. На полтинник-то позовешь к себе? Приезжайте. Приезжайте. Сегодня вон на этом концерте, посмотри, я говорю, эти чувства, они, я не знаю даже, они как они вообще вот на человеке отражаются, это хорошо или плохо? Что? Ну вот, скажем, вот эти вот чувства, которые, знаешь, вот переполняют. Слушай, ну праздник должен хорошо отражаться. Хорошо? Как нет? Позитивные должны быть, да? Ну а что там плохого было? Ну я вот тоже не знаю, но может просто как бы сказать, а кто его знает, думаешь, иногда вот просто слушаешь, и вот просто какая-то... Я из человек из деревни, я вот этого не видал, конечно, мне как бы, знаешь, приятно, когда увидишь, что так в России умеет тоже веселиться. Ни одна за границей умеет так, скажем, жить шикарно. В России веселиться умеет. Конечно. А для них это же, знаешь, как типа, что они считают, что мы здесь с голоду пухнем. Они же все типа того считают. Вот это вот. А, это да. Остается до отправления нашего теплохода. Смотрим, все ли вы здесь, все ли вы дома. Море всем ропотом, а волны всем топотом. А я теперь шепотом, потом полушепотом, потом уже молча. Любимый, спи. Уже засыпают и горы, и степи. Пес наш хромучий, лохматый, дремучий, ложится и лижет соленую степь. Любимый, спи, позабудь, что мы в ссоре. Представь, просыпаемся, свежесть во всем. Мы в сене, мы сони. И дышит Мацони откуда-то снизу, из погреба в сон. А море всем ропотом, а ветви всем топотом, и всем своим опытом пес на цепи. А я тебе шепотом, потом полушепотом, потом уже молча. Любимая, спи, любимая. Добрый день, приятно. Так, ты знаешь. Добрый день, приятно. Добрый день, приятно. Добрый день. У них ведь это, как всегда, будет без соли. Нет, вроде соленый. Тут сыр соленый. Это вот этот кусочки-то, да? Да. Кусочки, грибочки какие-то тут. Это маслина. Понял, когда.
О! Ёрш! Я на Волге рыбу ловил. В какой-то веке. Дайте мне ее, она не кусается? Смотри. Не, сейчас подожди, только сфотографировать по ней. Я никогда не видела рыбу. Никогда не видела? Живешь в море и никогда рыбы их не видала. Как? Она не кусается? Да не. Это какой-то, мне кажется, даже не ёрш. Это судачок может. Может, они запрещены здесь ловить. Понимаешь, в чем дело? Нас за это могут наказать. И вот так вот, смотри, берешь раз. Опа. Хочется подальше закинуть, ну, как бы. Давай присядем так. Смотри, чтобы рыба нас не видела. А то у тебя белое платье, так она далеко увидит. Хоть и под водой находится. Сейчас пока, пускай так. Я далеко увидеть живу отсюда. А вы хотели переехать куда-то в другую страну? Да у меня там, знаешь, такая тишина, от которой даже уши закладывает. Зачем мне еще что-то? Я вот сейчас приеду после этого круиза двухнедельного. У меня такое впечатление будет, что я просто оглох. Да. А у нас какая тишина. А где бы хотелось тебе потом жить? За границу ехать еще В дальше? Париже. Ты бывал уже там? Нет, не бывало. Но я рисую модельные рассказы про Париж. И пытаюсь создать что-то новое в стиле Парижа. Я хочу стать дизайнером одежды. Знаешь, где я живу сейчас, там солнце не садится летом. Оно целыми днями светит. Это плохо. Почему? Вот, когда-нибудь вырастешь, приедешь за полярный круг и увидишь, что такое. И скажешь, да ну его к черту весь этот Париж, лучше я здесь. Ну да. Жили-были мы на краю, с нами был теплый июль. От пятерки сломанный руль, с тобой играли в жизнь, которой будем жить. Но жизнь последний вагон, я теряю все сон. Помнишь, по камням босиком, ты подпинал прикол, как это далеко. До Самары-то доехали, да? Нормально, приключения. Ну как без приключений? Дядя Саша, он по девкам пошел. Да. По девкам? Я ему... Да он без всякого допинга, говорит, вот это, энергии накопил на дискотеках. Теперь надо потратить где-нибудь. Но Волга, там мы проплывали местами как море, знаешь, даже берегов не видно. Вообще, да, такое впечатление, что она километров где-то 15-20 в ширину. А мы сегодня тут боимся на улицу выйти. Такая жара дикая стоит, вообще ужасно. Да ладно, вообще. Ну ладно, это потом, дома решим. Туалет, комната.
Фудкорт. Все правильно идем. Одни негры. А? Одни негры, говорю, блин. Где? Да вон торчат. Ага. Будешь гамбургер? Не хочешь? Я поел хорошо. Честно слово. Вон только смотри. Котлета и все. Все равно от души поел. Легко. Должен спать захотеть. Ну, пока еще рановато, как бы, знаешь, не хотелось бы часто спать. Еще по местному времени даже 7 часов только. Хоть бы часов попозже. Если от души поем, так сразу вырублюсь. Я вот дома, если молока попью вечером, вот я, особенно зимой, так я могу даже не выходя из-за стола заснуть. Из больницы, когда приехал, еще очень слабый организм был, так вообще вырубало на ходу. Меня понимаешь, Вань, если бы правильно сказать, только вот ты не говори. Это, у меня ведь это уже второй раз это на тебе случилось. Да. Ну, что делать? А что ты после первого раза сразу не бросил? А я даже и знать не знал об этом. Мне только в Архангельске сказали. Там что... типа микро был какой-то? Нет, тоже был обширный инфаркт. Но только что спросили, когда был, я говорю, да я вообще понятия не имею. Помню, был момент, что неделю встать не мог, вроде голова соображает все, а встану и ничего не могу, понимаешь? Ну ты, блин. Есть такая вот клиника. Так вот. А здесь я просто поехал. Отлично. Мне надо здесь все лишнее из головы выбросить, весь этот мусор. Слушай, ну ты вообще-то сам-то не жалеешь, что вот ты остался? В смысле остался? Ну, дома. Что у тебя вот вся жизнь, да, это, мать, брат. Конечно. Конечно, знаешь, Вань, если по правде сказать, вот посмотришь, вот молодые ребята так вот гуляют, да, с девками, да все такое. Они себе могут позволить, у них работа есть, и все остальное, будущее, что-то как-то. А тут, да, домой вернешься, лето еще переживешь, а где-то уже потом, скажем, ближе к зиме, опять тоска начнется. Да, это уже никуда не денешься, потому что все разъедутся, погода будет дрянь, просто-напросто. Большая рыбалка закончится, если она будет, конечно, еще сей год. Я не знаю, ну, я не знаю, я вообще вернусь вот домой. Вот как ко мне там вот, потому что, мне кажется, люди, знаешь, злорадствовать будут просто. А почему злорадство? А еще, знаешь, я тебе такую просто истину скажу. Вот, скажут, ни хрена, типа сердечник поехал не в Карпогоры и не в Архангельск даже, а через всю страну такую даль рванул. Вот ты сейчас съездил, посмотрел, как люди живут. Да, серьезно говорю. Посмотри. Посмотрел, как они друг к другу относятся, улыбаются. На иностранцев посмотрел. А твои вот эти вот все, вот эти твои злопыхатели, они же этого никогда не увидят. Я сейчас понимаю, что я просто вернусь к себе. Я вот, как бы сказать, в плане духовности, я, знаешь, на целую ступешку, а то, может, несколько выше. Вот, видишь, да, буду. Я тебе рад. Ну, пойдем. Рад, что помог. Да, такая штука вот. Время настало, проснись. Ведь надо так много, а времени мало. Целыми неделями мы выпали из окон, спали на листе и убивали ледяным соком. Стали понимать, что мы летали как сорок, лишь во снах. Целыми неделями мы ставили как опыт странные решения изобрести кокон. Знали, что можно убегать от рока, лишь во снах. Прогорение, ничто не вечно, это бесконечно. Полоса как луч, а ты не верь, никому не говори прощай, просто забудь. Это беспечный ангел тебя на высоте поймал. Это лишь сны, ай да, это лишь сны. Это лишь сны, вага, 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 это лишь сны, в которых ты. Эй, Самара! Давай 5! Давай 5! Хай! 35! And how Russia to you? Do you like this place? It's more different. Your native Between I like, between I not like. Okay. You know, I'm from Arkhangelsk and we have ice and snow about 9 months a year. Yes, 9 months.
Дымка бежит у меня. Ой, ну давай, Дымша, ладно. Долго ждала, да? Ну что, я вот здесь машину оставляю. Ой, моркотичек ты мой, так. Ща обробилась, да, скажи, ща не могу. Ща, подожди, я где-то. Ну, пойдем. Выходи. Не хотят, мы пойдем с тобой вдвоем. Да, пойдем вдвоем. Пойдем. Ой, как дым сегодня дым. Вот так дым, какой дым. Че, под охрану собаки, что ли? Не, я еще просто из сумки не достал. А, ты открывай, покажи мне, что привез. Да ничего я не привез. Я вот с магнитиков привез. Ну так что, не мог тут серьезно такой. Да, таскать ведь надо. Ты же болеешь. Да. Таскать надо ведь. Крайне серый парень рвался поддержать наших. Что я там буду вывить? Кто таскать-то меня будет? А это атмосфера-то какая-то. О, все, четко. Там... Четко ты конкретику. Я не знаю, как тебе сказать на эту тему-то. Но... Песню ты хоть пел? Не слышно было. Ты говоришь? Да. Че мне? С кем я? Вот, там российскими-то болельщиками общался. Говоришь, что иностранцами нет. Да что там идешь на ходу, там... А с кем ты рядышком-то кричал ведь? Тут уругвайцы сидели, тут уругвайцы сидели. А, ты попал? Да, вот сзади только мужики сидели там, ругались на наших. Что они там пешком ходят и все такое. Серьезно, да. Много. Ну, это ты там видел. Да. А мы-то зрители не видим ведь. Они целыми километрами, эти русские. Я говорю про наши СМИ-то, мы-то не видим. Это Ну, ты там я, да, находишь. видел. Потому что тут жители города. Что в Казани, что в Самаре. Это... У нас даже не ощущается тут, что чемпионат да. идет. Мы тихо умираем в поселке и все. Да. Было бы у нас сообщение, у нас даже отсюда выехать-то нельзя. Нету сообщения, до Карпакор, так. Я бы выехал, но у меня денег, мне не хватит пенсии, на пенсию куда сгонять. С интернетом, с этим телефоном они все делают. Ну все, правильно, все чемпионаты и олимпиады делаются для болельщиков других стран. Да. Так вот, если поправить, сказать... Фоток там много сделал хоть? Так там, здесь... Сейчас, подожди, принесу еще секундочку. Подождите, может уже сколько-то зарядилось? Зарядилось. Поскочи еще!
стоишь и грустишь, а я промчался мимо. Моя жизнь — это вечное лето, мне не нравятся зимы. Я не плачу и не грущу, буду делать все, что хочу. И твой минорный си